Перевод. Существует 6 принципов, следование которым благоприятствует чистому преданному служению. Необходимо: первое — действовать с энтузиазмом, второе — с уверенностью прилагать усилия, третье — проявлять терпение, четвертое — следовать регулирующим принципам, в частности, Шраванам, Киртанам, Вишну, Смаранам, слушать повествование о Кришне, прославлять его, постоянно помнить о нем. Пятое — отказаться от общения с непреданными. Шестое — идти по стопам предшествующих ачарьев. Придерживаясь этих 6 принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении. Report. Devotional service is not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. Комментарий. Преданное служение — это не сентиментальное размышление, не внушенный себе экстаз. Its substance is practical activity. Его сущность — практическая деятельность. Шри Rupa Goswami in his Bhaktivinoda Sindhu 1.1.11 has defined devotional service as follows. Бхактивиданты Синду 1.1.11 Шрила Рупа Госвами дает следующее определение преданного служения. Anya Vilasata Sunyam Gyanakanami Anukulyenu Krishnanu Shilanam Bhakti Uttamam. Uttama Bhakti or devotion or unalloyed devotion unto the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, involves the rendering of devotional service in a way that is favorable to the Lord. This devotional service should be free from any extraneous motive and devoid of fruitive karma, impersonal jnana, and all other selfish desires. Перевод. Уттама Бхакти, преданная, беспримесная преданность Верховной Личности Бога, Шри Кришне, подразумевает преданное служение, которое приятно Господу. Такое преданное служение должно быть свободно от посторонних мотивов и не содержать в себе примеси кармы, деятельности ради ее плодов, безличной гьяны и каких бы то ни было корыстных желаний. Bhakti is a sort of cultivation. Бхакти сродни возделыванию земли. As soon as we say cultivation, we must refer to activity. Само это слово возделывание указывает на некую деятельность. Cultivation of spirituality does not mean sitting down idly for meditation, as some pseudo-yogis teach. Возделывание духовности, вопреки учению некоторых псевдо-йогов, ни в коем случае не сводится к пассивной медитации. Such idle meditation may be good for those who have no information of devotional service, and for this reason it is sometimes recommended as a way to check distracting materialistic activities. Пассивная медитация может принести благо тем, кто ничего не знает о преданном служении, и потому ее иногда рекомендуют как средство приостановить материалистическую деятельность, из-за которой человек постоянно охвачен беспокойством. Meditation means stopping all nonsensical activities, at least for the time being. Медитация хотя бы на время позволяет удержаться от всякой бессмысленной деятельности. Devotional service, however, not only puts an end to all nonsensical mundane activities, but also engages one in meaningful devotional activities. Однако преданное служение не только кладет конец всем бессмысленным мирским занятиям, но и дает возможность заниматься исполненной смысла деятельностью в преданном служении. Shri Prahlad Maharaj recommends Shravanam Kirtanam Vishnu, Smaranam Padasevanam, Archanam Madhanam Dasyam, Sakyam Atmanam Nivedanam. The 9 processes of devotional service are as follows. Махараджа Шри Прахлада говорит, преданное служение состоит из 9 форм деятельности. Hearing the name and glories of the Supreme Personality of Godhead, chanting His glories, remembering the Lord, serving the Lord's feet, worshipping the deity, offering obeisances unto the Lord, acting as the Lord's servant, making friends with the Lord, surrendering oneself fully to the Lord. Внимать звуку святых имен Верховного Личности Бога, слушать повествование Его величия, прославлять Господа, помнить о Господе, служить стопам Господа, поклоняться Божеству, выражать глубокое почтение Господу, действовать в роли слуги Господа, дружить с Господом и полностью предаться Господу. This is a important verse from Rupa Goswami's instructions on pure devotional service. Из наставления Шри Рупы Госвами, описывающий чистое преданное служение. Emphasis is being made here in the verse, as well as by Srila Prabhupada, that the objective in the execution of one's devotional activities is to become pure. И сам стих и комментарий к нему Шрила Прабхупады подчеркивает, что целью всей деятельности в преданном служении является личное очищение.
This is the primary objective for anyone who has taken up the process of bhakti. Это главная цель каждого, кто вступил на путь бхакти. Srila Prabhupada oftentimes described it as a process of purification or a cleaning of the heart. Шрила Прабхупада часто описывает процесс бхакти как очищение сердца или личное очищение. For those who take up the process of bhakti, they very quickly come to understand that purification is not something that is quick, as we spoke about yesterday. И те, кто встают на путь преданного служения, принимают этот процесс, очень быстро понимают, что процесс бхакти не такой уж быстрый, как мы вчера объясняли. It's not something that which is easily achieved. Это очищение не так-то легко достичь быстро. It's not something that one can achieve by one's own efforts alone. Или легко. И человек не может достичь этого очищения своими личными усилиями только. Prabhupada oftentimes would use the simple analogy that if you put iron rod into fire, the iron becomes hot just like fire by association. Шрила Прабхупада часто приводил простой пример в этой связи, иллюстрируя этот процесс. Железным прутом, который помещается в огонь и постепенно раскаляется, как огонь, благодаря контакту с огнем. And he would give this analogy to help us understand how our hearts can become pure. Этой аналогией Шрила Прабхупада объяснял нам, как наши сердца могут очиститься. Our hearts become purified by coming in contact with that which is pure. Наши сердца могут очиститься, соприкасаясь с тем, что само по себе чисто. Therefore, the process of becoming purified in devotional service means coming into contact with that which is pure. И процесс очищения в преданном служении заключается как раз в установлении контакта с тем, что является чистым. And even the most impure heart can become purified if by great fortune they come in contact with that which is pure. Даже самые нечистые сердца могут очиститься, если по своей великой удаче смогут установить такую связь с тем, что чисто. In the conversation between Lord Chaitanya and Ramananda Roy, this pure devotional service was discussed between them. В своей беседе Господь Чайтанья с Раманандараем они описывали процесс преданного служения. And it was said that pure devotional service cannot be obtained even by millions of births of pious activities. В этой беседе было сказано о том, что чистого преданного служения невозможно достичь, даже проведя множество жизней в благочестивой деятельности. Pure devotional service can only be obtained by the intense greed to have it. Обрести чистое преданное служение можно только благодаря развитию горячей жажды обрести его. And therefore, wherever one sees it, one must immediately purchase it without delay. И где бы ни встречал чистое преданное служение человек, он должен немедленно приобрести это преданное служение. This verse also implies that pure devotional service requires that we have to come in contact with that which is pure. В этом стихе также говорится о том, что для того, чтобы обрести чистое преданное служение, необходимо установить контакт с тем, что чисто. That even though we may perform pious activities for millions of births, даже если мы будем совершать в течение миллионов жизней благочестивую деятельность, some people think, well, if I perform pious activities in this one life, then certainly I will get an auspicious destination. Некоторые люди рассчитывают, просто посвятив одну эту жизнь благочестивой деятельности, следующая жизнь родится в очень благоприятных условиях. And we think, yeah, just dedicate one life. Sure, I'll try to dedicate one life for pious activities. Вот я посвящу сейчас одну жизнь благочестивой деятельности и этого достигну. As we know, pious activities are those activities which are ultimately aimed for elevation to heavenly planets, result in good birth, power, and so forth. Как мы знаем, благочестивая деятельность – это деятельность, которая в результате своей цели рассчитывает прийти на райские планеты или обрести очень благоприятное рождение, или обрести очень возвышенное и влиятельное положение в этом мире и так далее. Just as Krishna states in Bhagavad-Gita, men of small knowledge, they are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various types of sacrifices. Как Кришна говорит в Бхагавад-Гите, что люди, отличающиеся скудными познаниями, прельщаются цветистыми словами вед, которые регламентируют или приписывают человеку различные жертвоприношения ради их плодов. For obtaining elevation to heavenly planets, power, result in good birth, and so forth. Чтобы обрести рождение на райских планетах, или обрести власть в этом мире, или
родиться очень удачно в следующей жизни и так далее. Being attached to sense gratification and opulent life, they think there's nothing more than this. Такие люди, поскольку они привязаны к чувственному наслаждению и очень богаты и зажиточной жизни, думают, что нет высшей цели в жизни, чем это. So these pious activities are considered to be like flowery words of the Vedas. Эти благочестивые деятельность, говорится, она описывается, воспевается в цветистых словах Вед. Prabhupada explains in the commentary that yes, that flowers may be very attractive on the tree and they may look externally to be very attractive, but when we take them and find out they're poisonous, it's not so beneficial. Шри Упадешамрита говорит, что да, эти цветистые слова Вед, как цветы на дереве, мы можем прельщаться этими цветами, срывать их, нюхать, но потом выясняется, что они ядовитые, и мы об этом узнаем достаточно поздно. Narottam Das Thakur also described these activities, karma kanda, jnana kanda, kevala vishera bandha, to be like two stalks of poison. И Нароттам Дас Такур в этом баджане также сравнивает гьяна-канду и карма-канду с двумя горшками или сосудами с ядом. So one may engage in pious activities to obtain a better situation in one's next life for enjoyment. Человек может заниматься благочестивой деятельностью для того, чтобы в следующей жизни обрести более удачное для чувства наслаждения обстоятельства жизни. And in the next verse, Krishna states that all the purpose, just as all the purposes of a small pond can be served by great reservoirs of water, similarly all the purpose of the Vedas can be served by one who knows the purpose behind them. И в следующем стихе Господь Кришна говорит, что точно так же, как цели, которые можно осуществить с помощью различных мелких водоемов с водой, можно исполнить большим резервуаром с водой. Точно так же человеку доступны все цели Вед, если он знает высшую цель, которую Веды приводят. Just like one may have access to a pond, they can wash their clothes, they can wash their dishes, they can take their bath, they can do various activities by utilizing a small pond. Человек, например, у которого есть различные маленькие резервуары с водой, маленькие пруды, он может использовать один для того, чтобы мыть в нем посуду, другой можно использовать для того, чтобы в нем купаться, в третьем, чтобы стирать белье и так далее. So Krishna uses the example that all these purposes of small ponds can all certainly be fulfilled by coming in contact with great reservoirs of water. Но Господь Кришна говорит, что человек, который использует различные мелкие водоемы или пруды для различных целей, несомненно, стоит ему обрести доступ к огромному резервуару с водой, он может осуществить все эти цели в одном водоеме. So the Vedas recommend various types of Vedic sacrifices or pious activities by which one can achieve a more enjoyable destination in one's next life. Точно так же Веды для того, чтобы человек мог в следующей жизни обрести более благоприятное для чувства наслаждения рождения, предписывают ему различные благочестивые виды деятельности и ведические жертвоприношения. But Krishna says all the purposes of the Vedas can be served by those who know the purpose behind the Vedas. Но Кришна говорит, что все эти второстепенные цели Вед можно осуществить, если человек знает высшую цель, к которой Веды стремятся. And Krishna says by all the Vedas I am to be known. I am the compiler of the Vedanta. I am the knower of the Vedas. И Господь Кришна говорит, что именно Он является целью познания всех Вед, потому что Он составитель Веданты, и Он также является знатоком всех Вед. So the goal of all Vedic knowledge is to know Krishna, as we spoke about yesterday. И как мы уже вчера сказали, целью всего ведического знания является познать Кришну. But to know Krishna, it's not possible simply by pious activities. Но невозможно понять Кришну просто благодаря благочестивой деятельности. That's like yesterday, as we were saying, when we quoted the verse Vitaraga Bhaya Krodha, we talked about being freed from attachment, fear, and anger. Как вчера мы говорили на основании этого стиха, Витарага Бхая Крадха, нужно избавиться от привязанности, страха и гнева. Many people obtained knowledge about me, and therefore they obtained unalloyed love for me. Многие люди в прошлом, развив благодаря отречению от этих трех эмоций, получили знания обо мне, и так, благодаря очищению из этого знания, обрели преданность мне, любовь ко мне. And in the next verse, Krishna states, Yatamam prapajate tangstataya bhajamyaham. As you surrender to me, I'll reward you. И в следующем стихе Господь Кришна говорит, что насколько ты предаешься мне, я пропорционально этому вознаграждаю тебя. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha. И все во всем следуют моим путем, о сын Притхи. Sometimes people hear this, they think, well,
if whatever path we follow, we'll go to Krishna. Иногда люди интерпретируют этот стих, думая, что каким путем они шли, они обязательно придут к Кришне. Because Krishna says everyone's following my path. Потому что Кришна говорит, все во всем следуют моим путем. But actually, that's not what Krishna is saying. Но Кришна не это имеет в виду здесь. What Krishna is saying, whatever path you follow, is coming from me. Кришна говорит, что любой путь, которым бы ты ни шел, исходит от меня. And if you want to obtain fruitive results, you cannot achieve these results unless I give blessings for it. Если ты хочешь обрести плоды своей корыстной деятельности, то не можешь рассчитывать на них, пока я не дам тебе свои благословения на это. If you want to perform severe austerities and penances to achieve liberation, you cannot achieve that unless I provide the means for you to achieve that. Если ты рассчитываешь обрести освобождение и совершая суровые аскезы и покаяния, то и в этом случае ты не сможешь достичь результата, пока я не дам тебе благословения на это. And if you want me and engage in devotional service, I also reciprocate accordingly, and I'll give myself. А если ты хочешь обрести меня и преданное служение мне, то я откликну взаимностью на твои желания и вручу тебе себя. Later in Bhagavad-Gita, Krishna very clearly established this point. He says, those who worship the demigods, they go to the planets of the demigods. Впоследствии Господь Кришна в Бхагавад-Гите говорит, что люди, которые поклоняются полубогам, к ним же и отправляются. Those who worship the ghosts and spirits, they go to the planets of the ghosts and spirits. Люди, которые поклоняются духам и привидениям, переселяются к ним, духам и привидениям. Those who worship the forefathers, they go to the planets of the forefathers. А те, кто поклоняется предкам, отправляются к предкам. Those who worship me, they come to me. А поклоняющиеся мне приходят ко мне. So very clearly, there are different destinations according to one's method of worship. Очень ясно в этом стихе описаны различные цели или предназначения человека в соответствии с методом поклонения, который он избирает. And it's not that, as the saying goes, all paths lead to Rome. И здесь нельзя найти, усмотреть здесь утверждение, что все пути идут к одной цели. According to one's method of worship, Krishna says, as they surrender to me, accordingly, I will reward them. Кришна говорит, что я вознагражу людей в зависимости от того, как они предаются мне, соответственно. So if one wants to engage in pious activities and to achieve the heavenly planets, certainly one will be able to go there by dint of his fruitive sacrifices. Человек, который рассчитывает обрести благочестивое рождение в следующей жизни, вознестись на райские планеты, разумеется, сможет благодаря совершению благочестивой деятельности достичь этой цели в следующей жизни. But Krishna very clearly explains that after one exhausts the results of his pious activities, then he must come back down again. Но Кришна также ясно объясняет, что когда человек исчерпает плоды своей благочестивой деятельности, он снова должен будет вернуться сюда, оттуда. And sometimes, as we see different examples, one may achieve in one's life both results of pious activities and results of sinful activities, both. Есть много примеров тому, как человек в своей жизни получал и те, и другие плоды благочестивой деятельности, и плоды греховной деятельности. So it's not that if one gets the results of pious activities, then it will automatically neutralize the effect of sinful activities. И если человек получил какие-то благочестивые плоды своей деятельности, это еще не значит, что эти плоды смогут нейтрализовать последствия его греховной деятельности. And the whole discussion about Ajamil in the 6th canto of the Srimad Bhagavatam very clearly elaborates on this point. В истории про Джамилу этот момент разбирается очень ясно в 6-й песне Шримад Бхагавата. That simply by counteracting the effects of sinful activities by pious activities, it doesn't uproot the weed of sinful desires from within the heart. Потому что даже человек пытается с помощью своей благочестивой деятельности нейтрализовать последствия греховной деятельности, само по себе это еще не уничтожает семена греховных желаний, которые таятся в сердце. It may counteract the result of the sinful activities. That's possible by engaging in such authorized pious activities. Есть, конечно же, определенные предписанные благочестивые виды деятельности, которые могут нейтрализовать последствия греховной деятельности. But there's no guarantee that all sinful activities will be neutralized, and in some cases, some living beings have both heavenly planets and hellish planets to attain as a result of one's life's work. Но нет никакой гарантии, что эта благочестивая деятельность сможет полностью нейтрализовать последствия греховные. Поэтому мы видим примеры живых существ, которые одной жизнью умудряются заработать себе путевку и на рай, и в рай, и в ад. This is a story in the Bhagavatam with King Nriga, right? He had
take birth as a lizard and stay in that lizard's body for an extended period of time, simply for a slight discrepancy. Как пример царя религии из 10-й песни Шримад Бхагаватам, из-за того, что он допустил одну погрешность в своей благочестивой деятельности, ему пришлось родиться ящерицей и довольно долго провести времени в этом теле ящерицы. So he had both the results of his impious activities and the results of his pious activities that he was able to get after giving up the body, but first he took the impious activity, results of impious activities, and then he got the results of his pious activities. Поэтому в результате этого он получил последствия, которые одновременно сулили ему и неблагочестивый результат, и благочестивый. Он выбрал неблагочестивый результат вначале, и потом уже смог наслаждаться последствиями благочестивой деятельности. So in the discussion between Ramananda Roy and Lord Chaitanya, it was stated that pure devotional service cannot be obtained even by millions of births of pious activities. Но в беседе между Раманандой Раем и Господом Чайтаньей ясно говорится, что чистое преданное служение невозможно обрести даже после миллионов жизней, проведенных в благочестивой деятельности. We've been speaking only of 1 or 2 births, but millions of births of pious activities. Мы с вами говорим об одной. It's a long time. Мы с вами говорим об одной или двух жизнях, проведенных в благочестивой деятельности. Нам это кажется долгим сроком, но здесь говорится о миллионах жизней, проведенных в благочестивой деятельности. Это очень и очень долгий срок. So even if one continuously engages in such pious activities for millions of births, still he will have to exhaust the results of those pious activities and come back down again. И даже если человек в течение многих миллионов жизней непрерывно занимается из одной жизни в другой благочестивой деятельностью, тем не менее он рано или поздно черпает плоды всей этой благочестивой деятельности и снова скатится сюда. In fact, in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, it describes how some living beings execute severe austerities and penances, and they actually achieve the destination. They go to Brahmaloka. В 11-й песне Шримад Бхагаватам говорится, Brahmaloka. что некоторые живые существа, которые пускаются на очень суровые лишения и покаяния, в конце концов достигают возвышения на Брахмалоку или Тапалоку. And it's actually described how some living entities, even though they performed severe austerities and penances, pious activities, and achieved such an elevated planet within this universe. И хотя говорится, что есть такие благочестивые живые существа, которые ценой этих суровых лишений достигают очень возвышенного положения в материальной вселенной, такого как Брахмалока или Тапалока. At the end of Lord Brahma's life, depending where Lord Brahma goes, they also may not go to the spiritual world. Но в конце срока жизни этой вселенной они могут не достичь духовной жизни, потому что по духовному миру, вернее, потому что они должны будут отправиться по стопам Господа Брахмы в то же самое место, куда отправился и он. And Lord Brahma lives for 312 trillion years, is that? Да. 311. Off by 1 trillion. Few here. Господь Брахма живет 311 триллионов лет. Плюс-минус триллион лет. So one may have to wait 311 trillion years in Brahmaloka and still not go back to Godhead. Представьте, человек живет 311 триллионов лет на Брахмалоке, и потом не получается вернуться обратно в духовный мир после этого. Because there are different Lord Brahmas in each universe. Not all Lord Brahmas are actually pure devotees of the Lord. Потому что есть различные брамы в разных вселенных, и не все брамы являются чистыми преданными Господа. And when the universe is annihilated and completely destroyed, and all the ingredients of the universe are destroyed, then all the different living entities that were created by Brahma, they enter into the body of Lord Brahma, and they go wherever he goes. Потому что в конце жизни Вселенной, когда вся Вселенная уничтожается, и когда не только она уничтожается, даже все первые элементы, из которых она состоит, тоже уничтожаются, все живые существа, сотворенные Господом Брахмой, входят в его тело и отправляются туда, куда Господь Брахма идет. Just like the story of Narada Muni, he entered into Brahma, and of course he came out fortunate. He entered into a Brahma who actually was engaged in pure devotional service, and in his next life he took his birth as the son of Brahma, as the great Narada Muni. Как история с Нарадой Муни рассказывает, что в прошлой жизни он
вошел после смерти в тело Брамы во время уничтожения Вселенной, но ему повезло, что этот Брама оказался преданным, чистым преданным, который занимался чистым преданным служением. Поэтому в этой жизни Нарада Муни вышел из тела Брамы чистым преданным. All explained by Narada Muni in the first canto of the Srimad Bhagavatam. В первой песне Шримад Бхагаватам Нарада Муни говорит об этом сам. Who he was in his previous life, how he got the association of Mahabhagavatas. He took the remnants of food from them. He heard Bhagavatam from them, and then when he gave up his life, he entered into Lord Brahma's body, and he appeared next as Narada Muni. Нарада Муни описывает в первой песне Шримад Бхагаватам историю своей жизни, как он был сыном служанки, ему повезло общаться с Махабхагаватами, вкусить остатки пищи после Махабхагават, как он стал слушать Шримад Бхагаватам в изложении Махабхагават, сам стал преданным, затем вошел после своей смерти в тело Господа Брамы и вышел из этого тела уже великим преданным Нарады Муни в этой жизни. But some Lord Brahmas don't go that way. Some Lord Brahmas are actually still have desires within their heart. А некоторые Господы Брамы не идут этим путем, у них по-прежнему сохраняются желания в сердце. And all the living beings that enter into Lord Brahma, wherever Lord Brahma goes, they go with him. И те живые существа, которые входят в тело такого Брамы, идут вместе с ним туда, куда отправляется он. And then they have to come out again in another creation. И снова появляются в следующем цикле творения. And wherever they left off, they're started again in the next creation, and then who knows where they'll go. Начиная в следующем цикле творения с того момента, на котором они остановились в предыдущем, и непонятно, что их ждет дальше. So even great sacrifices and pious activities for trillions of births doesn't assure that one will go back to Godhead. Поэтому ни великие жертвоприношения, ни благочестивая деятельность, ни триллионы жизней, проведенных в такой деятельности, не дают никакой гарантии того, что человек вернется обратно в духовный мир, обратно к Богу. It really puts things into perspective to help us to understand how important it is to actually get the opportunity to come in contact with that which is pure. И вот это все помогает нам в правильной перспективе ценить необходимость и важность общения с тем или с теми, кто являются чистыми. Otherwise, how will our hearts ever become purified from the influence of karma and jnana? В противном случае, как мы можем рассчитывать, что наше сердце избавится от влияния кармы и гьяны? Purified from the influence of the desires for fruitive gain, for enjoyment in future life, or even for liberation. Чтобы оно смогло очиститься от осквернений желаниями, наслаждения в следующей жизни или даже от желания освобождения. Krishna bhakti nishkama atayeva shanta, bhukti mukti siddhi kami sakaliya shanta. That the devotee of Lord Krishna, he's nishkama, which means he has no material desires. Как говорится в этом стихе, преданный Господа Кришны нишкама, что означает, у него нет никаких материальных желаний. And therefore he can achieve real peace. И поэтому только он может обрести безмятежный мир и спокойствие. Whereas those who desire bhakti, those who desire enjoyment, those who desire mukti, those who desire liberation, those who desire mystic cities, they're still kami. They still have some lusty desires within their hearts. В то время как люди, которые стремятся к бхакти, наслаждению, мукти или освобождению, или стремятся развить какие-то мистические силы, все эти люди являются ками, что означает, у них по-прежнему живет вожделение в сердце. Sakali ashanta, therefore they can never be peaceful. И поэтому сакали ашанта, что означает, они никогда не могут быть умиротворенными. Why can they never be peaceful? Почему таким людям не видать умиротворения? Because they can never find a final resting place for their eternal existence. Потому что они никогда не смогут найти окончательное прибежище, в котором мы могли бы жить вечно. Everyone is looking for that final resting place. Каждый ищет именно это высшего окончательного прибежища. It's not the place where we simply lie down and go and rest. Это не просто какая-то кровать, на которой мы сваливаемся и отдыхаем. Of course, the example is also given in the second canto of the Bhagavatam, that the pure devotee who achieves the lotus feet of the Lord, and pure devotional service, he's just like the weary traveler who comes home after a troubled journey. Разумеется, во второй песне Шримад Бхагаватам приводится аналогия, в которой говорится, что человек, который обретает прибежище лотосных стоп Господа, сравнивается с утомленным путником, который возвращается домой после долгого и утомительного путешествия. We can relate to this, right? Мы можем понять, применить этот пример к себе, да? Those of you who may have traveled a lot and have undergone the austerities
of very difficult flight connections, difficult traveling situations. Те люди, которые путешествуют, могут понять, что это значит, как утомительно летать, и там различные ситуации возникают на борту или в аэропорту, или какие-то стыковки между рейсами неудобные. Just like recently, I also experienced, I went to the airport and I was thinking I was going to Russia, and they looked at my passport and they said, actually your visas and your old passport in Russia doesn't accept visas from the old passport. You have to have it in your new passport. We can't let you on the plane. Недавно у меня была такая ситуация, я рассчитывал попасть в Россию, приехал уже в аэропорт и пошел на регистрацию, и они посмотрели мои документы и сказали, извините, у вас, конечно, виза действует еще, но она у вас в недействительном паспорте, поэтому по законам России вас в Россию поэтому по этой визе не пустят, и мы не можем вас пустить на самолет. And I couldn't find an embassy that was open to try to transfer the old visa to the new visa, to the the old visa to the new passport. И не было неподалеку не обнаружилось никакого открытого посольства, в котором они бы смогли перенести эту визу из моего старого паспорта в новый. And I was also really sick with bronchitis. И у меня еще была очень тяжелая форма бронхита в этот момент. And I was thinking, I don't know what to do now. И я не знал, что делать. And then I had to fly to India in order to get my visa transferred from the old passport to the new passport, and then we found out it would take 20 days to transfer the visa from the old passport to the new passport. Я вместо России прилетел в Индию, и в Индии попросил перенести мне эту визу из старого паспорта в новый, но мне сказали, что на это потребуется 20 дней. It was a very difficult journey. Очень сложное было путешествие для меня. So, I'm sure some of you have had similar experiences. Я уверен, что кто-то может, у кого-то из вас есть такой же опыт. And the Bhagavatam gives the example that just like a weary traveler finally comes home after a long, troubled journey. И Бхагаватам приводит именно такой пример уставшего, изможденного путешественника, который возвращается домой после изнурительного долгого путешествия. He looks at that chair that folds back. Видит свое любимое кресло, которое удобно откидывается назад. He gets in that chair, he kicks off his shoes, he throws down his suitcase, he lies back, goes, ah. Он садится в это кресло свое любимое, скидывает обувь себе, отшвыривает в сторону чемодана и говорит, So Bhagavatam gives that analogy that actually finding shelter at the lotus feet of the Lord is just like the weary traveler who comes home after a very troubled journey. И вот в Бхагаватаме такой пример и приводится. Путешественник возвращается после изумрительного путешествия, очень долгого и утомительного, домой. So in the same way, we give the analogy that those who have bhakti, mukti, and siddhi, they can never be peaceful because they have no permanent resting place. И точно так же люди, которые стремятся к бхакти, мукти или сидди, они не могут обрести прибежище, потому что они не могут обрести удовлетворение, потому что не могут найти такого окончательного прибежища. There's no place where they can go where that's it. It's the end, and it's where this is your eternal constitutional nature. Нет у них такого места, куда бы они могли вернуться и сказать, ну вот все, всем странствиям конец, это мое изначальное, высшее, окончательное положение. Fully sheltered at the lotus feet of the Lord. Здесь я могу чувствовать полное прибежище лотосных стоп Господа. Mahatmanastamam partha daivam prakritam ashrita. Krishna explains that such Mahatmas, they are under the protection of the Lord's internal potency. They are fully sheltered. В Бхагавад-Гите Господь Кришна говорит, что такие махатмы находятся под покровительством внутренней энергии Господа, поэтому они находятся в очень надежном прибежище. But even if one goes to the heavenly planets, no permanent resting place there, he comes back down. Но даже если человек возносится на райские планеты, он не может найти такого постоянного прибежища там, и поэтому должен вернуться обратно. Even if he gets liberation, Lord Brahma clearly states, Aruya kuchdrana param patantata patantyato nadrita yusmarangraya. They fall down from that position of imagined superiority because they still did not take shelter at Krishna's lotus feet. И даже, как Господь Брахма описывает, если человек обретает освобождение, и даже оттуда он рухит Кришна Парампадам Татах, они снова падают, потому что, как описывает Господь Брахма, даже там, несмотря на все свои тяжелые аскезы, они не могут принять полного прибежища,
не могут обрести умиротворение, потому что не могут найти прибежище лотосных стоп Господа Кришны. And even if they get mystic yogic siddhis, И даже если они обретают мистические силы и благодаря практике йоги, that's no permanent resting place either. это также не является конечным пристанищем для них. These mystic yogic siddhis, they may be enjoyed for some time, but then one will lose them. Человек может наслаждаться владением этими мистическими ситхами йоги в течение какого-то времени, а потом снова их утрачивает. In fact, Prabhupada tells the story, Punar Mushaka Bhava, to illustrate what happens to those who perform severe austerities to get mystic yogic powers. Шрила Прабхупада приводит в качестве иллюстрации того, что обретают люди, увлекающиеся этими мистическими сиддхами йоги, историю про Пурна Мушака Бхаву. They get these mystic yogic siddhis and they think they can become equal to the Lord. Они обретают мистические силы, думают, что могут сравниться с Господом. As powerful as the Lord. Они могут стать такими же могущественными, что и Бог. They forget that actually these mystic yogic powers is a result that they're ultimately coming from the Lord. И они обретают эти мистические силы, но в конце концов все эти силы берутся из Господа. So Prabhupada tells the story of Punar Mushaka Bhava. You all know this story, right? Вы знаете всю эту историю Пурна Мушака Бхаву, Пунар Мушака Бхаву. Yes. Знаете ли? Again become a mouse. Снова стань мышью. Знаете? Anyone does not know this story? Кто не знает эту историю? Oh, some of you don't know this story. I'll tell the story. Некоторые не знают. Хорошо. So there was a mouse. Жила-была мышь. You'll see why I'm pointing to the barking И вы dog. сейчас узнаете, почему я показываю бывающего пса. There was a mouse who was always afraid of going out because every time to find food, because every time the mouse would go to look for food, the mouse would always be chased by the cat. Жила-была мышь, она боялась высовываться из своей норки, потому что каждый раз, когда она отправлялась на добычу пропитания, на нее нападала кошка. So the mouse found out that in the forest there's a great sage. И вот мышь узнала, что в лесу живет великий мудрец. And this great sage could fulfill any desire that one had. Который мог исполнить желание любого. So the foolish mouse was thinking, if I can simply get to the sage, I know what I'll ask for. Так глупая мышь подумала, стоит мне добраться до этого мудреца, я уж точно попрошу, что нужно у него. So the mouse was able to somehow avoid a cat and finally got to the sage. Так или иначе, мыши удалось избежать встречи с кошкой и добраться до мудреца. So the sage was sitting in deep meditation, and the mouse came before the sage, and the sage said, "Yes, what is it? What would you like?" Мудрец сидел погруженный в глубокую медитацию, и мышь пришла к нему, и когда мудрец заметил, он спросил, чего тебе нужно? And the mouse was saying, "I'm always being chased by a cat. Мне кошка покоя не дает просто. I can't eat food. I can't go anywhere. The cat is always chasing me." Даже поесть спокойно не дает, все время за мной гоняется, и прохода от нее нет. So the sage said, "What would you like?" А что ты хочешь? Спросил мудрец. So the mouse said, "Make me into a cat." Сделай меня кошкой, пожалуйста. So the sage said, "Okay, I can do that. Become a cat." Хорошо, сказал мудрец, так и будет. Становись кошкой. So then the mouse in the cat's body was now thinking, finally, I can find my food without having to be disturbed. И вот мышь теперь, превратившись в кошку, подумала, ну наконец-то, вот теперь заживу, потому что могу есть спокойно, и меня кошки донимать не будут. But the mouse in the cat's body experienced a new experience. Но теперь кошка, мышь в теле кошки выяснила, что появились новые обстоятельства. Something the mouse never expected. То, что мышь не ожидала. The cats are chased by dogs. Оказалось, что за кошкой гоняются собаки. So the mouse then had the same problem. И вот проблема никуда не ушла у этой мыши. So the mouse was thinking, oh, in the cat's body, I'll go back to the sage and I'll ask the sage to make me into a dog. И вот эта мышь в теле кошки подумала, надо отправиться обратно к мудрецу и попросить у него, чтобы он меня поместил в тело собаки. So the mouse in the cat's body goes back to the sage and says, I'm back again. Can you fulfill one more desire? И вот эта кошка-мышь, она пришла к мудрецу и сказала, пожалуйста, можешь меня сделать собакой? What would you like? Прошу прощения, можешь ты исполнить еще одно мое желание? So said,
Make me into it. I'm having all these problems. Dogs are chasing me. Make me into a dog. У меня проблемы не кончились, потому что собаки меня донимают. Можешь мне собакой сделать? Okay, become a dog. Хорошо, становись собакой. So now the mouse was in the dog's body. И вот теперь эта мышь была в теле собаки. Feeling a lot more confident. И она почувствовала себя гораздо более уверенной. Because the mouse had never seen anything bigger than a dog. Потому что мышь к тому времени еще не видела ничего больше собаки. But all of a sudden the mouse was being chased by a jackal. Но теперь за собакой погнался шакал. So you За мышью в теле собаки. know what happens next, right? Знаете, что произошло It's pretty следующее? obvious. Понятно, уже всем очевидно, что она попросила. The dog's body goes back to the sage and says, "Make me into a jackal." И вот эта мышка в теле собаки приходит к лицу и говорит: не можешь ты меня теперь сделать шакал. Jackal enters into the forest looking for food. И вот этот теперь уже шакал отправляется в лес за пропитанием. It's chased by a tiger. И вот на него нападает тигр. Oh, now the jackal's thinking, boy, I better go back one more time. Снова нужно вернуться к лицу поскорее, подумал шакал. Comes back to the sage. Sage, can you help me out? И вот этот шакал, мышь в теле шакала приходит к мудрецу и говорит: мудрец, можешь выручить меня еще один раз? What is it this time? А что в этот раз? I'm being chased by Вот tigers. теперь тигры со мной What do you привязались. want? И что ты хочешь? Can you make me into a tiger? Сделаешь меня тигром? So the sage says, okay, you can be. Хорошо, становись тигром. So then now the mouse is in a tiger's body. И вот это теперь мышь в теле тигра. And the mouse is thinking, I'm not going to take any chances. Ну все, больше рисковать не буду, подумала мышь в Why теле should I тигра. bother going into forest looking for food? Зачем мне искать пропитание в лесу? I'll just eat the Я sage. просто съем мудреца. So the mouse in the tiger's body raises its claws to pounce on the sage. И вот мышь в теле тигра, она встает на задние лапы и передними уже пытается схватить, готовится схватить мудреца. And the sage says, oh, you want to eat me? О, сказал мудрец, хочешь меня съесть? Puna mushukabhava. Пунар мушекабава. Become again a mouse. Снова становись мышью. So the sage immediately turned him back into a И mouse. вот мудрец снова превратил его немедленно в мышь. So Prabhupada uses this analogy for persons who actually, by dint of the mystic powers, they want to become very powerful and they want to use it against the will of the Lord. И вот Шри Упадешамрита приводит эту историю как аналогию положения людей, которые благодаря своей мистической силе обретают эти мистические способности и пытаются использовать их для того, чтобы противостоять воле Бога. So such persons who are endowed with such mystic powers, but if they use it against the will of the Lord, then the Lord says, oh, Puna Mushukabhava. Эти люди, пусть даже и обретшие эти мистические силы, если они пытаются противостоять силе воли Господа этими мистическими силами, то Господь говорит: о, ну, Пунар Мушекабава. Again you become a mouse. Становись мышью снова. So, Bhakti, Mukti, Siddhi, Kami. There's no permanent resting place for anyone. Итак, Бхакти, Муди, Сидди, Ками, никто из них не может обрести конечного пристанища. Those who have achieved Bhakti, they come back down to the material world again. Бхакти, те, кто хотят обрести Бхакти, снова возвращаются в материальный мир. Those who achieve Mukti or liberation, Sayuja Mukti, they come back down because they haven't taken shelter of Krishna's lotus feet. Те, кто обретает Мукти или Саюджа Мукти, снова приходят обратно сюда, потому что не могут обрести прибежище в лотосных Господа. Those who achieve Siddhis, still no permanent resting place because mystic Siddhis is not the permanent natural condition of life for the eternal soul. И те, кто обретает сиды, также не могут найти конечного пристанища, потому что эти сиды не являются таким изначально естественным для живого существа прибежищем. Therefore, Духовного живого because there's существа. no permanent resting place for the eternal soul, Поскольку духовное живое существо, вечное живое существо не может найти конечного пристанища, they can never find permanent peace. такие люди не могут обрести постоянного умиротворения. Only a devotee finds permanent peace. Только преданный обретает полное умиротворение, As we всегда, described yesterday, как мы вчера объясняли. the devotee finds permanent peace because he doesn't even aspire for peace. Преданный обретает вечное умиротворение, потому что к нему не стремится. As we said yesterday, he doesn't even have to think of his own happiness. Потому что, как мы вчера сказали, преданному не приходится думать даже о собственном счастье. Only thing he thinks about is Krishna's pleasure. Единственное, о чем он думает, это о счастье Кришны.
And Krishna engages him eternally in his service. И Кришна вечно занимает такого преданного в своем служении. Just like whenever you hear in Chaitanya Bhagavat or Chaitanya Charitamrita, when Lord Chaitanya, he gives the benediction, I give you pure devotional service. Как в Чайтанья Бхагават или в Чайтанья Чаритамрите мы часто слышим, как Господь Чайтанья благословляет кого-то: я даю тебе чистое преданное служение. All the Vaishnavas go, Jai, Haribol, Haribol, Haribol. И все преданные говорят: Джай, Харибол, Харибол. He got pure devotional service. Он обрел чистое преданное служение. He has got permanent shelter, resting place at the lotus feet of the Lord. Он обрел постоянное прибежище и пристанище лотосных стоп Господа. The Lord accepted him as a servant. Господь принял его в число своих слуг. When the Lord accepts one as a servant, it is the most wonderful experience that one can possibly have. Господь принимает кого-то своим слугой, это самый удивительный опыт, который может быть у человека. There's nothing higher. Нет ничего выше. As we said yesterday, it's not like when one comes to this platform, one thinks, okay, well, I become a servant of the Lord, now what else can I do? Это не так, как мы вчера объясняли, как человек становится слугой Господа, говорит: ну хорошо, этим стал, а что дальше? Of course, one can become a servant of a devotee of the Lord. Ну, конечно, дальше можно стать преданным Господу. But a servant of a devotee of the Lord is also becomes a servant of the Lord. Слугой преданного Господу, но слуга преданного Господу также является слугой Господа. Because the devotee knows nothing but Krishna's service. Потому что преданный не знает ничего, кроме служения Господу. And whatever service is rendered to the devotee of the Lord, Krishna accepts that as a service. И поэтому какое бы служение оказывалось преданному Господу, Господь принимает это как служение себе. In fact, Krishna says, one who says, my devotee is not my devotee, but one who's a devotee of my devotee. That's my devotee. На самом деле Господь говорит: человек, который называет себя моим преданным, на самом деле моим преданным не является. Но если человек становится преданным моего преданного, вот он как раз является моим преданным. So to be accepted eternally under the shade of the lotus feet of the Lord is permanent resting place. И вот оказаться в сени, или быть позволено, вернее, оказаться навечно в сени лотосных стоп Господа, это и называется окончательным прибежищем. All one's desires are automatically filled by the Lord. Господь автоматически выполняет все желания такого человека. The Lord knows exactly what the devotee wants. И Господь знает точно, что желает преданный. And the devotee engages that devotee in his loving devotional service eternally. И Господь занимает такого преданного в своем вечном служении. This is the attainment that one gets when one gets the opportunity to associate with the devotee of the Lord. Вечно любовное служение, вот это обретает человек, который удостаивается удачи общаться с преданным Господом. Or associate with that which is pure. То есть, другими словами, общаться с тем, что является чистым. Just like, what is that verse in the Srimad Bhagavatam? The value of a moment's association with the devotee of the Lord cannot be compared to elevation to heavenly planets, to result in good birth, or to liberation from matter. Как в этом стихе Бхагаватам говорится, что мгновение общения с чистым преданным невозможно сравнить ни с вознесением на райские планеты, ни с хорошим благочестивым рождением в следующей жизни, ни даже с избавлением от пут материи. Right? Even a moment's association of a devotee of the Lord, that's what the verse actually says. A moment's association of a devotee of the Lord cannot be compared to any of these. Даже мгновение общения с таким преданным, говорится в этом стихе, не может сравниться со всеми этими результатами. Because in the association of a devotee, one can come to understand that there is some permanent resting place to be obtained by rendering service to Krishna. Потому что благодаря общению с преданным человек может понять, что существует вечное пристанище, и это вечное пристанище можно обрести благодаря служению Кришне. And as we explained yesterday, that devotional service begins when that seed of desire for pure devotional service is planted in the heart. И как мы вчера объяснили, честное служение начинается, когда в нашем сердце кажется высаженным семя преданного служения. We may wander throughout millions and millions of universes looking for some pleasure. В этом стихе говорится, что можно скитаться по миллионам различных вселенных, ища это наслаждение. But that fortunate soul, Guru Krishna Prasade by Bhakti-Lata Beach, by the mercy of Guru, he plants the seed of pure devotional service in the heart. Но по милости Гуру человек обретает семя чистого преданного служения, которое высаживается в его сердце. Prabhupada explains, one can get many seeds. There are many seeds out there in the market.
И Шри Упадешамрита говорит, что при этом семян-то разных много на рынке. There are karma bijas, there are jnana bijas, there's mukti bijas, Есть all different kinds of bijas. все эти биджи или семена, есть карма биджи, гьяна биджи, мукти биджи, сили биджи, то есть все эти различные семена. But that fortunate soul who gets that seed of pure devotional service planted within the heart. Но удачливый человек обретает именно семя чистого преданного служения, которое высаживается в его сердце. Then what does he do? И что же он делает? He has to water that seed by hearing the glories of pure devotional service. Он должен орошать это семя чистого преданного служения, слушая о славе чистого преданного служения. He's developed an eagerness, an urge, a desire to hear about Krishna. В нем должно пробудиться это желание, неослабное, настойчивое, настоятельное желание или потребность слушать о Кришне. Shinvata svakata Krishna punya shavana kirtana hridantyasto yabhajali vidunoti suhitsitam. That Sri Krishna, the super soul, the supreme personality of God, is the super soul in the heart of every living being. He cleanses desire from material enjoyment. He purifies. And when the heart of that person who develops the urge to hear his messages, which are themselves virtuous, when properly heard, I hope you know this verse, when properly heard and chanted. В стихе говорится, что Господь Кришна, Верховная Личность Бога, душа в сердце живых существ, сам очищает, находясь в сердце каждого живого существа, сердце от желания материальной деятельности, то есть это соприкосновение с чистым, о котором говорил Махарадж в лекции, когда в этом человеке развивается потребность слушать его послания, которые сами по себе благочестивы, если правильно слушают и повторяют. He cleanses the heart, purifies. Он очищает сердце. Who? Кто? Those who develop the urge to hear his message. Вернее, чьи сердца? Сердца тех, в которых развивается настоятельная потребность слушать его послания. Which message? Какие послания? Those which are properly heard and chanted. That message. Те послания, которые когда их правильно слушают и повторяют. Those which glorify pure devotional service. Которые прославляют чистое преданное служение. Those who develop the urge to hear those messages become purified. Вот те люди, которые развивают настоятельное желание слушать эти послания, вот они очищаются. And as we read yesterday, Prabhupada described that the seed is compared to be the awakening of taste. И как вчера мы прочитали, Шри Упадешамрита сравнивает это семя с пробуждением вкуса. And what was that awakening of taste? Что это за пробуждение вкуса? It was the desire to hear about pure bhakti. Желание слушать о чистом бхакти. The urge, the desire, I want to hear about pure bhakti. Это потребность слушания, потребность желание слушать о чистой бхакти. I want to speak about pure bhakti. Я хочу говорить о чистой бхакти. I may not be pure. Может быть, я не чист. But I want to hear about and speak about it. Но я хочу слушать об этом и говорить об этом. Because pure devotional service is so potent. Потому что чистое преданное служение настолько могущественно. That simply by hearing about it, что просто слушая о нем, simply by glorifying in response of what we've heard, просто повторяя и прославляя в ответ то, что мы услышали, simply by meditating on it, просто медитируя на чистое преданное служение, simply by faithfully and respectfully accepting that pure bhakti is real. Просто с уважением и верой принимая тот факт, что чистая бхакти – это реальность. And simply by praising service rendered by others. И просто прославляя служение, которым занимаются другие. Even an envious person who hates all the demigods and all living entities in the whole creation can immediately become purified. Даже завистливый человек, который ненавидит всех полубогов и всех живых существ во Вселенной, может немедленно очиститься. This is how to become purified. Вот так можно очиститься. We have to associate with that which is pure. Нужно общаться с тем, что чисто. Very simple. Очень просто. We simply have to associate with the pure message of Krishna consciousness. Нужно просто общаться с чистым посланием сознания Кришны. We have to associate and hear and chant the pure holy name. Мы должны общаться, воспевать и слушать чисто святое имя Господа. And the association of devotees. В обществе преданных. And by keeping ourselves in that association, what happens? Если мы остаемся в таком общении, что с нами происходит? Just like the iron rod in the fire. То же, что с железным прутом в огне. Prabhupada says, you think it's iron, but put it in fire. Вы думаете, что это огонь, это железо, но поместите его в огонь. And you say, it still looks like iron to me. Говорит Шрила Прабхупада, но вы скажете, ну, выглядит железом. I say, touch it. Ну, хорошо, а я тебе говорю, прикоснись к нему. You touch it and see if it's iron. Прикоснись и сам убедись, железо это или не железо. Just like fire.
в точности как огонь. burns just like fire. И испепеляет или жжет так же, как огонь. The more it associates with fire, it burns just like fire. Если у нас общается с огнем, то начинает жечь как огонь. Prabhupada even gave the example. He said, just like a child may not understand that fire burns. Например, ребенок, Прабхупада говорит, ребенок может не понимать, что огонь жжет. But if the child touches the fire doesn't discriminate. Но если ребенок прикоснется к огню, то огонь не проводит различий. Fire doesn't think, oh, this is just a child. I won't burn the child. Огонь не думает, ну вот это всего лишь дитя, его я жечь не буду. Fire doesn't discriminate. Огонь не проводит таких различий. It burns. Жжет всех. It's the same way. You come in contact with bhakti. Точно так же, если вы соприкасаетесь с бхакти, Simply by coming in contact with bhakti, it will act. просто соприкоснитесь с бхакти, оно подействует на вас. And the more we keep ourselves in the association of bhakti, it acts. И чем больше мы будем поддерживать контакт с бхакти, тем больше оно будет влиять на нас. It cleans the heart. Будет очищать наше сердце. That's what Prabhupada is saying right here. И об этом Прабхупада здесь и He's saying говорит. this pure devotional service, these activities are favorable for pure devotional service. Он говорит, что эти виды деятельности благоприятны для чистого преданного служения. And therefore he says that bhakti is a sort of cultivation. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что бхакти можно сравнить с возделыванием земли. He says it's devotional service is not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. Прабхупада говорит, что преданное служение это не сентиментальное размышление, не внушенный себе экстаз. Its substance is practical activity. Его сущность это практическая деятельность. And then he quotes the verse, Anya balasata sunyam ganakam adinavatam anukuyena krishnano shilanam bhakti uttama. That Uttama Bhakti, unalloyed devotion unto the Supreme Lord, means rendering devotional service in a way that is favorable to the Lord. Он говорит, переводя этот стих из Бхакти Расамриты Синду, определение чистого преданного служения. Уттама Бхакти, беспримесная преданность Верховной Личности Бога Шри Кришне, подразумевает преданное служение, которое приятно Господу. This devotional service should be free from any extraneous motive and devoid of fruitive karma, impersonal jnana, and all other selfish desires. Такое преданное служение должно быть свободно от посторонних мотивов и не содержать в себе примесей кармы, деятельности ради ее плодов безличной гьяны и каких бы то ни было других корыстных желаний. Akama sava kamava moksha kama udarati ti vena bhakti yogina yajita purusha param. Bhagavatam states that whether one is filled with material desires, whether one has no material desires, whether one is desiring liberation, one who actually has broader intelligence will worship Krishna. В этом стихе Бхагаватам говорится, что неважно, полон ли человек материальных желаний, свободен ли от них и стремится к освобождению, человек в любом случае, если он отличается широтой мысли, должен поклоняться Верховному Господу. Because Krishna can purify even the most impure place, Потому что Господь impure heart. Кришна может очистить даже самое нечистое сердце. Just as Prabhupada says, just like the sun can purify the most impure place by its ultraviolet rays. Как Прабхупада приводит пример с солнцем, солнце, которое своими ультрафиолетовыми лучами может дезинфицировать даже самое нечистое место. Similarly, Krishna can purify the most impure heart. Также и Кришна может очистить самое нечистое сердце. So this favorable bhakti means that bhakti which is connected to pure devotional service to Krishna. И вот это бхакти, которое приятно Господу, означает беспримесную преданность Верховному Господу Кришне. And the more we cultivate the desire for pure devotional service. И чем больше мы взращиваем в себе желание чистого преданного служения, Prabhupada says bhakti is a sort of cultivation. Прабхупада говорит, что бхакти похоже на взращивание. He says that as soon as we say cultivation, we must refer to activity. Само это слово взращивание или возделывание указывает на некую деятельность, говорит Прабхупада. Cultivation of spirituality does not mean sitting down idly for meditation, as some pseudo-yogis teach. Возделывание духовности, такие учения некоторых псевдо-йогов ни в коем случае не сводятся к пассивной медитации. So Prabhupada is here condemning those who want, liberation, mystic yogic perfection. Шрила Прабхупада здесь порицает людей, которые стремятся к освобождению или совершенствам, мистическим совершенствам йоги. Prabhupada says, no, meditation means stopping all nonsensical activities.
Нет, Шри Упадешамрита говорит, что медитация – это деятельность, которая позволяет человеку воздержаться хотя бы на какое-то время бессмысленной деятельности. So someone may meditate, and for the time while he's meditating, he'll stop all his nonsensical activities. Человек медитирует, и, по крайней мере, на время медитации он перестает заниматься всякой глупостью. Prabhupada says that such persons, then immediately when they finish their meditation, they go out and engage in all kinds of nonsense activities. А Шри Упадешамрита говорит, что стоит такому человеку прервать свою медитацию, он снова приступает к своей глупой, бессмысленной деятельности. I remember my godbrother Ниранджана Свами. He was once doing a play. Однажды Ниранджана Свами, мой духовный брат, участвовал в спектакле. And another godbrother of mine, Sri Prabhu, a very dear godbrother of mine, he's departed, but he had a lot of association with Ниранджана Свами. Мой другой духовный брат Шринатха Прабху. Шринатха Прабху очень дорогой мой духовный брат, который ушел из этого мира, он получил очень много общения с Ниранджаной Свами. He's telling me the story that Ниранджана Swami was doing a play once of Kali. И вот Ниранджана Свами рассказывал мне, что однажды участвовал в спектакле, в котором разыгрывалась Кали. And some people came from outside, some yogis who were sitting in deep meditation during the play. Он играл роль Кали, и вот некоторые преданные играли роль йогов, которые долго сидели в медитации в этом спектакле. And many devotees were there watching the play, but these meditators were just sitting in the back with their И вот преданные смирились, много преданных собралось на этот спектакль, они его смотрели, но несколько преданных играли роль таких поглощенных медитацией йогой, которые сидели на задней части сцены и медитировали, повторяя Ом. And he was saying, Ниранджана Swami was playing the personality Kali, and he said, describing one of the symptoms of Kali is that people think they will become one with God simply by sitting and meditating. And he moved his sword across their faces, but didn't touch them, just a little breeze. He was playing the role of Kali Yuga personification of the goddess Kali. No, Kali personification of Kali. Yeah. И Ниранджана Свами играл роль олицетворенного века Кали, и он вышел на сцену и сказал, что многие люди думают, что могут просто медитацией стать Богом в этот век Кали, но на самом деле это не так. Он достал свой меч и очень близко поднес лезвие меча к их лицам, но не прикоснулся, и они просто почувствовали легкое дуновение ветерка от этого меча. So although they were all completely in deep meditation, when they felt a little air pass by the nose, they all woke up. What's that? И хотя они, казалось бы, находились в глубокой медитации, но стоило этому легкому дуновению ветерка от лезвия меча прикоснуться к их носу, они сразу открыли глаза и сказали, что такое? Their deep meditation broke. Их глубокая медитация прервалась. So, anyways, I was thinking that sometimes people, they try to engage in deep meditation to find complete peace. Иногда люди, я подумал, тоже стараются обрести умиротворение в такой глубокой медитации. But still they cannot find complete shelter in their deep meditation. Но не могут обрести полного прибежища в своей глубокой медитации. And although they may temporarily stop nonsensical activities in their meditation, as soon as their meditation is finished, then they go out and start smoking cigarettes and doing all kinds of nonsense. Хотя они поглощены глубокой медитацией, стараются обрести это умиротворение в своей глубокой медитации, но стоит эта медитация закончиться, они идут и начинают курить. In fact, I know somebody who's very close person had this exact same problem. Я знаю одного человека, очень близкий, человек, который как раз у него такая же проблема была. I won't say who it is in case he ever listens to my lecture. Я не буду его называть по имени, вдруг он послушает мою лекцию. Not a devotee. Он не преданный. But this person that I'm very close acquaintance. Но это очень мой близкий знакомый. That tried for decades deep meditation, but could not give up nonsensical activities. Который пытался заниматься глубокой медитацией десятилетиями, но при этом не смог прорвать свои занятия, не смог перестать заниматься всякой ерундой. So Prabhupada says meditation means stopping all nonsensical activities, at least for the time being. Шри Упадешамрита говорит, что медитация хотя бы на какое-то время позволяет удержаться от всякой бессмысленной деятельности. He says devotional service, however, not only puts an end to all nonsensical mundane activities, but also engages one in meaningful devotional activities. Однако преданное служение не только кладет конец всем бессмысленным мирским занятиям, но и дает возможность заниматься исполненной смысла деятельностью в преданном служении. And Sri Prahlad Maharaj recommends Shravanam, Kirtanam Vishnu Smaranam. И вот Шри Прабхупада Махарадж рекомендует в следующем стихе. And the first thing Prabhupada will speak about is Shravanam. Shravanam Kirtanam Vishnu, и следующим после этого
стиха пунктом будет Шраванам, который будет описывать Прабхупада в своем комментарии. It is so important to Очень hear важно. about pure devotional service. Процесс слушания. Очень важно слушать о чистом преданном служении. We can start with Shravanam tomorrow, although we started a little bit with it today. Завтра мы начнем слушать со слушанием. But Завтра, хотя мы уже начали немножко говорить о слушании сегодня. start with the topic of Shravanam tomorrow. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. И вот мы завтра начнем обсуждение со Шраваном, Киртаном, Вишну Смараном. This is the cultivation of bhakti. Это есть взращивание бхакти. And in the cultivation of bhakti, it's very important that there should be enthusiasm. И во взращивании бхакти очень важно обрести энтузиазм. Right? This is what this verse speaks about. Enthusiasm, patience, confidence. Энтузиазм и терпение и уверенность. These are all characteristics or qualities which are very important for the cultivation of pure devotional service. Все это разные качества, которые очень важны для правильного взращивания или возделывания чистого преданного служения. We'll speak about them tomorrow. Завтра мы о них поговорим. Any questions? Есть ли вопросы? It's not very difficult. На самом деле не такая уж сложная тема. Actually, very easy. На самом деле очень легко понять это. In fact, in the third canto of Bhagavatam, the verse after Satam Prasangam Mamavirya Samvado Bhavanti Hritkaina Asayana Kata Taj Joshan and Ashwapavagavarmani Shradharitya Bhakti Ranukumishiti. The verse after that verse says, Satam Prasangam Mamavirya. In the association of devotees, pastimes of the Supreme Personality of Godhead become very pleasing to the ear and to the heart. В стихе Шримад Бхагавата, 3-й песне, говорится, что когда темы Верховной Чисти Бога обсуждаются в обществе преданных, они становятся очень приятными для слуха и для сердца. And as one advances on this path, then gradually he becomes purified from his attachments, and his attachment to Krishna is awakened. По мере продвижения по этому пути человек постепенно очищается от своих привязанностей, и его привязанность к Господу Кришне становится все сильнее. And then pure devotional service begins. И тогда начинается чистое преданное служение. And in the next verse, Lord Kapila Dev says that this process of hearing about the Lord is the easiest method of mystic yoga, yoga meditation. В следующем стихе Господь Капила Дева говорит, что этот процесс преданного служения Господу является самым легким путем или способом мистической медитации йоги. It's the easiest because Самый легкий. all one has to do is hear. Потому что все, что нужно делать, это слушать. That's it. Just hear. Просто слушай. Keep on hearing. Просто продолжай слушать. And when one hears, then he repeats. И наслушавшись повторять, что услышал. This hearing and chanting is what cleanses the heart. Вот это слушание повторение очищает сердце. When there's hearing and chanting, then what happens? Then Vishnu Smarana. И когда человек слушает и повторяет, что происходит дальше, Вишну Смарана. Just naturally awakens within the heart remembrance of the Lord. Естественным образом в сердце пробуждается памятование о Господе. So Lord Kapila Dev says it's the easiest process. Поэтому Капила Дева говорит, что это самый легкий путь к совершенству. Just hearing. Просто слушание. But it's not so easy. Но не так-то легко. Sometimes we can't stay awake. Иногда нам сложно оставаться, Sometimes we can't control our minds. бороться со сном. Иногда очень сложно нам контролировать свой ум. Sometimes we start thinking of so many other things. Иногда мы начинаем думать о разных вещах. Our minds start wandering here and there. И ум начинает скитаться повсюду. Right? It happens. Right? Происходит так, да? It's hard to fix the mind on hearing. Очень сложно сосредоточить ум на слушании. But it's okay, even if we can't fix the mind on hearing. Но это не важно. Даже если мы не можем сосредоточить свой ум на слушании, Then just develop the desire to fix the mind on hearing. по крайней мере, желайте того, чтобы сосредоточить свой ум на слушании. And you'll get the same benefit. И получите тот же самый результат. Because bhakti is the cultivation of desire. Потому что бхакти является взращиванием желания. Desire is the eternal companion of the soul. А желание является вечным спутником души. We should at least know what desires we should aspire for. По крайней мере, нам должно быть известно, к каким желаниям мы должны стремиться. And even though I don't have pure desires, Даже если у меня нет еще чистых желаний, then I can pray, Krishna, please help me to become purified. тогда я могу, по крайней мере, молиться: Господь Кришна, пожалуйста, помоги мне очиститься. Help me to hear your message.
Помоги мне when properly heard and chanted. слушать Твои послания, чтобы я мог правильно слушать и повторять. And then we may think, well, it's so hard to find a message that's properly chanted. Нет, мы говорим, очень сложно же найти то послание, которое правильно слушает и повторяет. So Krishna says, well, even if it's so hard to find a message that's properly chanted, then simply desire to find the message that's properly chanted. Ну, Кришна говорит, хорошо, даже если сложно найти того, кто или тех, кто правильно повторяет и слушает эти послания, по крайней мере, имей желание найти их. Simply having the desire to find a message that's properly chanted, Krishna will help within the heart. Даже если у тебя просто будет желание найти тех, кто правильно повторяет и пересказывает, слушает твои послания, то Кришна поможет и в сердце. And not only that He'll probably help you to see that there are many opportunities for hearing such messages, because there are properly heard and chanted messages all over. И тогда ты сможешь найти, увидеть очень много возможностей для того, чтобы правильно слушать эти послания, потому что выяснится, что эти послания правильные и повторяют и слушают во многих местах вокруг. But we couldn't recognize it because our hearts were still finding fault. Мы просто не смогли признать их, потому что наши сердца видели различные недостатки. They couldn't appreciate proper messages, even though they were being chanted. И мы не могли признать эти послания правильно слушаемые и повторяемые. And then maybe think, well, I don't know, even if I could pray to have such a strong desire for hearing Krishna's messages. Ну, может быть, я и не смогу развить такое сильное желание слушать, повторять, правильно слушать и правильно повторять эти послания Господа. Then we should cultivate the desire to have the desire. Но тогда мы должны взращивать в себе желание, иметь такое желание. Simply the cultivation of desire is bhakti. Просто взращивать в себе желание уже бхакти. But we should know what to desire. Но мы должны знать, чего желать. That much we should know. Мы вот знать должны столько. Prabhupada explained that very important point. Шри Прабхупада объясняет это, очень важный момент. He says any system of religion which teaches its followers to develop love of God is a genuine, bona fide system of religion. Шри Прабхупада говорит, что любая система религии, которая учит своих последователей развивать чувство любви к Богу, является подлинной и настоящей. He said that understanding must come right at the very beginning. Then at least one will know what one wants to achieve by following the process being given to him. Это понимание нужно обрести с самого начала, тогда у человека, по крайней мере, будет ясное понимание того, что он хочет или что он рассчитывает достичь, следуя этим религиозным путям. Therefore, Prabhupada didn't compromise. Поэтому Шри Прабхупада не шел ни на какие компромиссы. Right from the beginning, he gave pure devotional service. С самого начала он давал чистое преданное служение. Lord Chaitanya didn't compromise. И Господь Чайтанья не шел на компромиссы. Lord Chaitanya tricked many of his followers into devotional service. Разумеется, Господь Чайтанья обвел вокруг пальца многих своих последователей, чтобы побудить их таким хитрым путем принять процесс преданного служения. He attracted many followers to come and to hear him speak about logic and argument. Потому что Господь Чайтанья вначале побудил многих людей приходить к нему и слушать, как он пользуется различными хитроумными логическими уловками и аргументами. But when the time was right, he brought them all to pure devotional service. Он крестил их этим, а потом, когда время подоспело, он привлек их всех к преданному служению. But any system of religion that teaches its followers that the cultivation of love of God is the goal of religion. Но любая система религии, которая учит людей тому, что нужно развить в себе чувство любви к Богу, является высшей целью религии. Then at least right from the beginning we know what the goal is. Это подлинная система религии, потому что в этом случае мы, по крайней мере, знаем с самого начала, в чем заключается цель. And therefore we should attempt to traverse the path in order to achieve that goal. И мы поэтому должны будем встать на этот путь и постараться дойти по нему до конца, чтобы достичь этой цели. So this is the prescribed method, which begins with hearing about Krishna. Вот таков предписанный метод, с помощью которого мы можем слушать о Господе Кришне. As we said, we'll start tomorrow with that. Завтра мы начнем с этого момента. Some questions? Есть ли вопросы? Yes? Я хотела задать вопрос про руководящего. Он очень четко ощущал в своем сердце, как раз дружить с Кришной. Но когда его жена, его отца, послала молиться в лес, то его желание было материальное. То есть,
ребят, хорошо. Я хотела просто спросить, ладно, я немножко спутала, да. Остаются ли остаются ли какие-то материальные желания, которые видит Господь, но не видит сам преданный? Когда он хочет получить уже бхакти, хочет чисто служить, но сам он не знает свое сердце. Но Господь может вычистить, или все-таки надо все пройти этапы очищения, вот как бы Кумар прошел? So the question about Dhruva Maharaj and also Guru Kumar. Dhruva Maharaj had a very strong ambition and he knew exactly what he wanted to go, and his mother sent him to the forest to search for his aspiration there in the forest. But it was a material desire. But when the Lord came and he actually attained pure devotional service, so the question is, the Lord sometimes knows the heart of his devotee, not sometimes, but he knows the heart of his devotee much better than the devotee himself. So he might see some material desires in the heart of his devotee, even though the devotee himself or herself might not see those desires. And the question is the devotee expected to actually confront all of his material desires before he can attain pure devotional service and traverse all those levels of elevation, just like Gopakumara did, or it's not necessary to attain the highest goal? Not necessary to confront them? Yes, deliberately, consciously. That is what purification means, confronting our desires. Вот это означает очищение, когда мы встречаем или лицом к лицу встречаемся с нашими желаниями в сердце. We may not know they're there. Мы можем не знать, что они там. And we may not see them in the execution of pure devotional service, but when we come in contact with that which is pure, the process of purification means bringing out those desires and having to confront them. Мы можем не знать, что они там, когда мы приступаем к процессу преданного служения, но процесс очищения преданного служения приводит к тому, что эти все желания всплывают на поверхность, и нам приходится иметь с ними дело. In fact, I oftentimes use the example that Srila Prabhupada once gave on a morning walk. Я часто привожу в этой связи пример, который Шри Упадешамрита привел на утренней прогулке. He was on a morning walk in Tehran with a group of senior devotees. Он был на утренней прогулке в Тегеране с группой старших преданных. And he started to explain that to become recognized as a devotee, first one has to be severely tested by Krishna. И он объяснил, что для того, чтобы заслужить признание Кришны как чистого преданного, нужно вначале пройти суровые испытания Кришны. And that's just to become recognized as a devotee. Чтобы просто получить признание как преданного. And he gave the example of Bali Maharaj, how he was severely tested. Haridas Thakur was severely tested. Он привел пример Бали Махараджа и Харидаса Такура, которые прошли через такие суровые испытания. Prahlad Maharaj was severely tested. И Прахлада Махарадж тоже прошел через такие суровые испытания. In other words, they were put in a situation where they had to face their attachments. То есть они были помещены в такие ситуации, когда им пришлось лицом к лицу столкнуться со своими привязанностями. But he also makes the point that even though one may be severely tested in this way, но Шри Упадешамрита также поясняет, что хоть человек преданно испытывает такие суровые, вернее, проходит через такие суровые испытания, if one takes shelter in Krishna, если человек принимает прибежище у Кришны, he makes it very easy. тогда Кришна облегчает эти суровые испытания. Right? He makes it very easy for the devotee to overcome that which he previously thought would be very difficult to overcome. Кришна тогда делает преданному преодоление таких препятствий очень легким, хотя раньше они казались ему совершенно непреодолимыми. He gives the example, just like a person may try to cross the ocean by his own efforts. Я привел пример, как человек, который пытается пересечь океан своими собственными усилиями. But when the ocean is shrunk down to the amount of water in the hoofprint of the calf, one simply steps over it. Это очень сложно, но когда океан съеживается до размера лужицы в следе телячьего копытца, то переступить через него не составляет труда. When the devotee takes shelter of Krishna, Krishna reduces those obstacles, the whole ocean of material existence, the amount of water in the hoofprint of the calf. И поэтому, когда преданный принимает прибежище у Кришны, то Кришна сразу уменьшает весь океан материального существования до размера лужицы в следе телячьего копытца. The devotee still has to cross the ocean. Ему все-таки преданному придется пересечь океан. But the Lord says, just step over it for me, okay? И Господь говорит, давай пересекай, вот через это копытце переступай. He reduces it. Он уменьшает это до размера лужицы. So the assurance is there. And Krishna says, Savadama Parityajya Mamikam Shavanam Braja. Abandon all varieties of religion, just surrender to me. I'll deliver you from all sinful reactions. Masuchaha
don't worry, don't fear. И поэтому Господь Кришна заверяет нас: оставь все виды религии, просто предайся мне, избавлю тебя от всех последствий греха, ничего не страшись. Krishna takes all the fear out. Кришна забирает страх. When a devotee understands that my complete protection is in Krishna's will, Krishna's desire. Когда преданный понимает, что я могу получить полное прибежище в исполнении воли Кришны или его желаний. And therefore he has put me in this situation now to realize that. И поэтому-то Господь Кришна поместил меня в такую ситуацию, чтобы я это понял. The devotee seeks the compassion of the Lord and tolerates all kinds of adverse reactions to his past sinful life. А в этом стихе говорится, что преданный ищет снисходительность, ищет милости Господа и его благорасположения, в то время, в это же время продолжая терпеливо сносить все превратности жизни, принимая как последствия своей прошлой греховной деятельности. Занимается преданным служением, занимая в этом свое тело, ум и речь. Then he becomes a bona fide candidate for bhakti, for devotional service. Mukti padesa. Человек становится достойным кандидатом на бхакти, преданное служение, или на мукти падеса дая бхакти. So the devotee understands that Krishna's mercy is that despite what I'm facing right now and having to confront, Krishna is so kind that I'm able to remember him. И преданный понимает, что милость Господа Кришны заключается в том, что несмотря на то, что я сталкиваюсь с этими трудностями, я прежде могу помнить о нем. That's his mercy. Это его милость. We simply have to try to go on remembering him in all situations. Поэтому мы должны просто продолжать помнить о нем, пытаться помнить о нем в любых обстоятельствах. That requires practice. Для этого требуется практика. And the tests will become more serious as we advance. И по мере нашего роста и испытания будут становиться все сильнее и сильнее. They may not be so difficult in the beginning, but as we make advancement, they become more difficult. Вначале может быть не так просто, но по мере нашего роста в сознании Кришны они становятся все более и более легкими для нас. But still, because we practiced, it can become easier. Хотя они становятся сложными, более сложными для нас, но поскольку мы практикуемся, то переносить или превозмогать эти препятствия становится все легче. I often tell that story also I heard from Ниранджана Свами. И я еще одну историю в этой связи, которую я слышал от Ниранджаны Свами, привожу обычно в этом случае. He gave the story about the fighter, boxer. Он привел пример боксеров. Right? The boxer, the featherweight fighter who was in a championship match. Там был легковес, боксер, легковес, как это называется, самой легкой категории весовой на чемпионате. And it was a big important match to win. И он должен был обязательно победить в этом состязании. So he was thinking, I definitely will win this fight. И он думает, нет, я обязательно побежу в этом состязании. So he exercised more than he ever exercised. И он стал упражняться и тренироваться больше, чем когда-либо. He ate all kinds of protein to build up his muscles. И ел разные белки, чтобы мышцы нарастить. And the time for the match came, and he stepped into the ring. И когда пришло время матча, он вышел на ринг. And he found out that now he was outside of his featherweight class, and he was up against the middle class fighter. Вдруг обнаружилось, что он слишком перекачался и вышел из своей весовой категории, теперь его поставили против борца среднего веса. He says, "This is just like the devotee." Также и преданный, говорит Ниранджана Свами. He says, in the beginning, he's thinking, I'm going to overcome Maya, yes, and he worked really hard. И он думает, да, сейчас я Майю преодолею, побежу, и начинает тяжело. I'm prepared for that test. Готовится к поединку с Майей. I know I'm going to win. I'm definitely going to win. Побежу, обязательно побежу. And after all that work, и вот он работает тяжело. Then you find yourself up against a heavier test. И вот обнаруживается, что он себе заслужил гораздо более серьезное испытание. So the more you advance, the more heavier the tests are. Поэтому чем больше мы прогрессируем, тем сильнее испытания. But tests there must be. Ну, должны быть испытания. Otherwise, how will we advance? В противном случае, как будем прогрессировать? If it was all easy, where would the surrender be? Если бы все было просто, то зачем нужно было предаваться? So Krishna knows exactly how to bring his devotee to him. Поэтому Кришна знает точно, как привести преданного к себе. And Krishna will never give his devotee a test that he cannot pass. И Кришна никогда не обречет своего преданного на испытание, которое тот не сможет преодолеть. He knows. Он-то знает. He's in the heart. Он же в сердце. Okay, I'm going to stop. Здесь мы закончим.
Thank you very much. Спасибо. Srila Prabhupada ki. Yeah.